Ребят, смотрите, в N8N есть такая нода, либо такой узел, либо инструмент, потому что он больше, наверное, относится к инструментам, который называется Think. То есть этот инструмент позволяет нашему AI-агенту, подключается он напрямую только к AI-агенту, он позволяет нашему AI-агенту при выполнении каких-либо сложных задач, при выполнении каких-либо сложных процессов, например, когда у нас много различных агентов, инструментов, которые выполняют большое количество задач, она позволяет ему, знаете, немножко остановиться и поразмышлять, подумать, правильно ли он выполняет ту задачу, которая к нему пришла, правильно ли он выполняет те действия, которые ему только что отправили. То есть это, знаете, такой инструмент, когда мы что-то делаем, а потом анализируем и думаем, блин, а правильно мы это сделали или нет. То же самое инструмент Think. Этот инструмент, либо эта нода, она доступна только вот в последних версиях N8N, то есть вам необходимо как минимум обновиться до версии 1.88, если я не ошибаюсь, может быть чуть более старшую версию. Этот инструмент сделали ребята из Anthropic, то есть это создатели Клода, которые написали большую аналитическую статью о том, как работает этот инструмент и как он усиливает, соответственно, модель Claude. Но в N8N мы можем пользоваться, либо внедрять, вставлять в свои AI-агенты этот инструмент, во-первых, абсолютно бесплатно, во-вторых, он может работать совершенно со всеми моделями искусственного интеллекта. Давайте в этом видео подробно разберемся, что это, как его настраивать, и протестируем несколько задач, где будет работать этот инструмент Think. В этом видео я вам на примерах покажу, как работает инструмент Think для решения каких-то сложных задач при использовании простого AI-агента. Ну и у нас будет чуть сложнее AI-агент, где также будет внедрен инструмент Think, и посмотрим, в каких случаях, соответственно, наш AI-агент будет обращаться к этому инструменту для того, чтобы выполнить ту задачу, которая нам необходима. Этот шаблон уже полностью настроен и готов к работе. Вы всегда можете скачать в первом закрепленном сообщении к этому видео. Либо в описании есть ссылка на бота. Переходите в Telegram-бота, и Telegram-бот вам подробно рассказывает, как попасть в канал, где, соответственно, мы раздаем все эти шаблоны. Там есть вся подробная информация. Плюс больше уже 20 различных видеоуроков по работе с сервисом N8N для выполнения тех задач, которые вам необходимы. Плюс каждому шаблону есть подробная видеоинструкция, поэтому составить и включить его вам не составит каких-то сложностей. Значит, смотрите, что такое инструмент Think? Think — это узел или AI-агент, который позволяет поговорить словно самому собой перед тем, как дать окончательный ответ. То есть его основная задача — это вынести какие-то промежуточные рассуждения или план действий для сложных запросов, требующих вдумчивого подхода. Когда и зачем использовать Think? Для решения каких-то сложных логических задач. Я вам сейчас покажу сразу же на примере, что значит сложных логических задач. Либо когда у нас, знаете, в нашем AI-агенте, либо в нашем AI-продавце большое количество различных инструментов. Примерно как здесь, но здесь небольшое количество. Для того, чтобы протестировать, есть AI-агент, например, главный наш AI-агент, который отправляет запросы промежуточным AI-агентам. И для того, чтобы он в том порядке, в котором необходимо, для того, чтобы он получал ответы, которые необходимо, обрабатывал эти ответы, передавал дальше, как раз и используется инструмент Think. То есть он, грубо говоря, всегда останавливаться будет и думать: так, я это сделал, хорошо, следующее, что мне нужно сделать? То есть, ну вот в процессе жизни, например, когда я что-то делаю, я всегда вот так вот делаю. То есть, когда большая задача, я выполняю задачу, потом останавливаюсь и вслух проговариваю, что, соответственно, я сейчас делаю, для чего это все будет делаться. То же самое и агент. То есть он все эти задачи, правда, будет выполнять гораздо быстрее, чем человек. Плюс преимущество, когда мы добавляем Think, я рекомендую, кстати, всем добавить этот узел, эту ноду в свои агенты, потому что он не всегда к ней будет обращаться. Этот узел, эта нода, она бесплатная. Он не всегда к ней будет обращаться. Он будет к ней обращаться только когда он будет понимать, что немножко запутался. Это улучшает ответы нашего агента. То есть мы словно его прокачиваем и усиливаем. Значит, как нода Think помогает в автоматизации? Во-первых, я бы хотел показать, что обработка заявок клиентов, то есть клиентов, когда сценарий идет по обработке сценарий клиентов,
Fink анализирует текст обращения, определяет категорию, например, техподдержка, продажи, возврат, и предлагает следующий шаг. То есть он отправляет уже в нужный отдел запрос от нашего клиента. Автоматически роутинг тикета в нужный отдел, то есть результат автоматизации. Сбор фильтрации лидов, то есть оценивает качество лида по ключевым словам, истории взаимодействия, рекомендует приоритет. Лиды с высоким приоритетом всегда попадают в горячую очередь, то есть он их повышает в очереди. Планирование контента для социальных сетей, то есть разбираем тему целевой аудитории, предлагает структуру поста либо текста. Генерация готовых шаблонов постов, которые отправляются на утверждение. Анализ конкурентных цен, то есть он сравнивает полученные цены от разных API конкурентов, выбирает оптимальный вариант и автоматически обновляет прайс-лист на сайте. Умный чат-бот для консультации. Прежде чем отвечать пользователю, Fink оценивает сложность вопроса и собирает факты из базы знаний. Бот дает более точное обоснование и ответы с меньшим процентом галлюцинаций. То есть чем меньше глюков, тем, соответственно, лучше ответы ChatGPT. От ChatGPT, от искусственного интеллекта, от нейросети. Смотрите, самый банальный пример. Мы сейчас с одной из дочек готовимся к сдаче ВПР, и, соответственно, там мы встретили такую задачу. В интернете, да, ответ на эту задачу есть, но мне было интересно, справится ли с этой задачей ChatGPT. Тестировали на 4 Ом мини, то есть это самая простая, самый простой искусственный интеллект, и он не справился с задачей. То есть задача выглядела таким образом. Он не справился с задачей, и ответ дал неверный. То есть если сравнивать там с ответами, то он неверный. И процесс размышления здесь тоже как бы его не было. Конечно, можно было выбрать другую модель, и я, если не ошибаюсь, выбирал несколько моделей. Да, вот смотрите, 3 ответа. Было несколько моделей, и ни одна из моделей, соответственно, с этой задачей не справилась. Но как только я попробовал с инструментом Fink этот ответ, давайте не затягивать, да, не буду отключать эту задачу, то он мне тут же выдал, соответственно, правильный ответ. Смотрите, здесь давайте еще протестируем сразу же 4.1 мини версию ChatGPT. То есть, несмотря на то, что Fink это инструмент от Anthropic, он также способен работать с другими моделями которые внедрены в N8N. Здесь нету какого-то специального промпта, здесь стандартный промпт, но в инструмент Fink есть преимущество в том, что мы сюда можем еще задавать отдельный промпт. В следующем примере я вам покажу, какой промпт я задал сюда, для того, чтобы он лучше сориентировался, лучше думал. Значит, давайте протестируем. Есть задача, да, мы ему, давайте сотрем, соответственно, всю историю, да, вот, чтобы он вообще ничего не помнил. И напишем ему следующее, то есть реши задачу. Смотрите, он сейчас должен, по идее, не просто решить задачу, он должен обратиться как раз к инструменту Fink для того, чтобы лучше решить эту задачу. Видите, он уже 2 раза обратился к инструменту Fink, и давайте посмотрим на ответ. Значит, ответ минимальное количество пакетиков 7, нет, это ответ неверный, 8 пакетиков, а здесь равно 2. Но все равно, видите, тоже не до конца справился с задачей, хотя он размышлял над ней. Смотрите, если посмотреть по логам, что с ним происходило, то есть он получил сначала задачу, у Бори есть конфеты, да, там такие-то, такие-то. Дальше он обратился к инструменту Fink, где буквально по полочкам разложил, что ему нужно делать. То есть он вслух думал, так, хорошо, решение, то есть процесс решения правильный, то есть в каждом пакетике 28, хорошо, 8 пакетиков, в которых есть апельсиновая, клубничная, лимонная конфета равно 2. Так, начал размышлять, то есть он правильно, потом он опять стал размышлять, но уже решать по более сложной формуле, потому что здесь и выдал нам ответ. Собрать минимальное количество пакетиков 7, ну 7 нет, минимальное количество 7. Но здесь тоже, знаете, вот такой вот ответ, минимальное количество 7, нет, минимальное количество ответ здесь 8. 8. Он размышлял-то верно, а почему-то ответ все равно написал неверно. Хотя вот до этого когда я его тестировал, сейчас смотрел, там как раз он ответ дал на первый вопрос правильно, на второй вопрос он тоже дал правильный ответ, хотя в интернете везде написано 1, он сказал не менее 1, то есть
менее 2. То есть 1 сюда также подразумевает. Здесь он написал четко ответ 2. Но смотрите, нас сейчас не интересует этот ответ. Видите, он через раз. Один раз хорошо подумал, второй раз не очень хорошо. Здесь важно, что он начал думать, то есть он вслух размышлял. Вот у меня есть такая-то задача, мне необходимо, соответственно, эту задачу решить, как я буду решать. И выдавал ответ. Потом обратился обратно к ChatGPT. И опять начал вслух размышлять. Хорошо, я вот так вот подумал, мне необходимо еще размыслить над вторым параметром. Давайте еще раз вот так вот сделаем, протестируем его и последний раз и посмотрим сейчас, какой ответ он даст. Да, здесь заняло чуть больше времени. И давайте посмотрим ответ. Так, здесь решение. Все равно 7, да, указал. Возможно, где-то не почищена память, хотя здесь инструмента памяти нет. Но он опять обратился, здесь уже он обратился один раз. То есть он сам выбирает то количество раз, которое ему необходимо обратиться к инструменту Think. Если задача сложная, требует какого-то аналитического решения, то он обращается, соответственно, к Think. Если задача более легкая, то, в принципе, он сам понимает, что он может справиться с этой задачей как бы без проблем. Давайте проведем второй тест. Второй тест, здесь также внедрен инструмент Think. Здесь уже я подключил Claude 3.5 Sonnet, то есть Anthropic, если мы там пробовали ChatGPT, здесь можно было, кстати, попробовать и Claude, посмотреть. Claude, может быть, какую-то другой ответ даст, но окей, с этим пропустим. Здесь есть база данных новостей. Я сюда просто прикрутил нашу базу данных одного из наших шаблонов, где мы забивали в базу данных свежие актуальные новости. Инструмент Think, он называется Think 1, потому что здесь уже есть Think. И здесь в инструмент Think, то есть если мы рассматриваем здесь просто AI-агент без какого-либо сильного промпта. Мы ему просто сказали, что ты как бы ассистент, помощник, и у тебя есть, соответственно, инструмент Think. Можно было, да, конечно, сказать, что ты там математический помощник, еще какой-то, ну просто базовый помощник, мы ему сказали. Здесь же мы используем более сложный промпт. Промпт уже заточен под те задачи, которые мы ему даем. То есть это новостник, мы ему расписываем, какие в него есть включены инструменты, например, инструмент Think, инструмент Web Search, инструмент база данных, Pinion Vector, есть Telegram, причем это не мой Telegram, а отдельный инструмент Telegram, я вам тоже хотел его показать, то есть это дополнительный бот, которому мы отправляем задачу, отправляем ответ не только себе, но и, например, нашему помощнику, нашему сотруднику, чтобы он отслеживал, либо наоборот, мы себя здесь прикручиваем к нашему отделу продаж для того, чтобы смотреть, как наш бот, либо как наш отдел продаж общается, соответственно, с нашими потенциальными, либо с нашими реальными клиентами. Значит, хорошо, здесь подключен Web Search, это Tawilli, то есть инструмент, который позволяет нам использовать поиск. Поисковая система, есть база данных из Instagram аккаунтов, которые максимально были похожи на мой аккаунт. Мы это тоже делали в своих предыдущих видео. И, соответственно, Telegram-бот. Здесь один Telegram-бот помощника. Здесь, соответственно, запрос я буду давать через главного AI-помощника. Можно было еще протестировать, соответственно, дополнительные инструменты, но я их деактивировал, потому что там более сложный процесс и занимает уже большее количество времени. Значит, смотрите, давайте протестируем. Нажимаем тест workflow. Я перехожу в Telegram и задаю ему следующий вопрос. Какие новости сегодня произошли в мире SMM? Да? Сравни их с новостями, которые уже есть в нашей базе, и выясни, насколько они пересекаются. Проверь, есть ли в нашей базе Instagram, кто из контактов способен осветить эти события, подробную информацию, пусть пришлет мне Telegram-бот, а ты кратко ответь на мой вопрос. И смотрите, у нас начался процесс, начался процесс обращения. Как мы видим, он уже обратился к инструменту поиска, он уже обратился к базе из контактов, он уже обратился в Telegram, то есть отправил нам сообщение. Единственное, куда он не обратился, это в инструмент Think. Почему? Я считаю, что эта задача, она простая, и наш AI-агент
посчитал, что он и сам справится без какого-либо дополнительного рассуждения для выполнения этой задачи. Значит, мы можем посмотреть, да, обратно перейти в Telegram, и в Telegram он нам сказал, что краткий ответ. В мире SMM сегодня наблюдаются важные изменения, усиление роли видеоконтента, развитие партнерства с инфлюенсерами, и, соответственно, есть несколько вариантов экспертов, которые могут профессионально ответить на это вопросы. Но здесь самое интересное что нам, например, этот главный AI-помощник прислал одну информацию, а более подробный анализ новостей нам прислал другой AI-помощник, который как раз и указан вот здесь. То есть мы здесь просто прописали свой ID номер, чат ID через get ID bot. Здесь можем указать любого человека, например, того человека, который занимается у нас в SMM отделе. Мы ему присылаем, наш бот ему будет присылать ту сводку новостей, которая необходима. То есть здесь любого пользователя указываем, и если этот пользователь активировал наш бот, то, соответственно, он будет получать более подробный ответ. Для чего это сделано? Для того, чтобы я с нашим AI-помощником просто общался, и AI-помощник нам говорил, что да, я эту задачу выполнил, а наш бот, который специалист по этой тематике, по этому направлению, он давал уже полный развернутый ответ. И он сказал, что вот последние роли, усиление роли видеоконтента, новые партнерства, новые инструменты аналитики, эксперты из нашей базы, которые способны осветить эти темы. Рекомендованные контакты для освещения конкретной темы. Но давайте, может быть, сейчас еще отправим ему вот такой вот запрос, какие новости сегодня произошли в мире ИИ. Напоминаю, что это именно новостник, то есть я его тестирую на новостях, потому что он заточен под новости. Глупо было бы ему также давать какие-то сложные задачи. Нажимаю тест workflow и смотрите, вот он опять обращается. Я надеюсь, что сейчас он уже обратится к инструменту Think. Если нет, то значит и эта задача для него слишком легкая, потому что в промпте, сейчас я вам покажу промпт, там прописано, что к инструменту Think ты должен обращаться как бы всегда, если это требует той задачи, которая необходима. Но видите, опять не обратился к инструменту Think. То есть он сам решает, обращаться к этому инструменту Think или нет. Здесь он опять нам прислал краткий ответ. Давайте я вам, чтобы не мучиться, покажу вам, когда наш AI-агент обращался, соответственно, к инструменту Think, как это выглядело. Значит, вот лог, и здесь он обращался в самом начале, то есть он смотрел, что мне нужно выполнить следующие шаги: найти актуальные новости по теме маркетинга, сравнить существующие базы знаний, проверить контакты в Instagram, отправить детальный отчет через Telegram. То есть, когда мы в него отправили ту самую задачу, он сначала рассудил, мне нужно сделать это, потом мне нужно сделать это. То есть построил какую-то логическую связь, что он будет делать. И все, теперь он понял, что эта логическая связь построена, и он стал обращаться. Think за счет этой логической связи экономит большое количество токенов. То есть наш агент не суетится и не ищет в разных инструментах то, что нужно сделать. У него есть четкий инструмент, что нужно сделать. Еще раз говорю, что он обращается к Think не всегда. Поставьте его в свои агенты, и вы заметите и проследите просто, как отвечает ваш агент с Think, как отвечает ваш агент без Think. Вы заметите, что ваши ответы будут при использовании ноды Think будут намного лучше. Я не могу сказать, что я в полной мере показал вам принцип работы инструмента Think. Он такой достаточно интересный, и агент сам принимает решение, обращаться к нему или нет, поэтому я как-то на это повлиять не могу. Но с Think ответы и уровень галлюцинации будет намного ниже, а ответы от вашего агента будут намного круче. Плюс экономия токенов при работе с большими задачами. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, обязательно подпишитесь на YouTube канал. Все ссылки находятся в первом закрепленном сообщении в описании. Скачивайте шаблоны, используйте и агентов. С вами был Гризуевич. Пока.